Ты нажимай? Да, все, запись пошла. Скажите, пожалуйста, насколько полезно и насколько вы используете в своей жизни альфа-уровень? To what extent it's useful for you? To what extent you are using alpha level in your life? When we talk about alpha level, we're talking about visualizing deeply our goals. Когда мы говорим об альфа-уровне, мы говорим о том, чтобы глубоко визуализировать наши цели. Now, for me, that may not be specific pictures. Это может быть не обязательно какие-то конкретные картины. But it's visions connected to values. Это образы, соединенные с ценностями. And when I experience that my vision and my values are connected, есть опыт переживания того, что мой образ и мои ценности в then I соединении. know I am on track Я знаю, что я двигаюсь в правильную сторону. with something that is an important goal. Я двигаюсь к чему-то, что для меня важная цель. Как альфа-уровень помогает интуиции? How alpha level is assisting intuition? Now, intuition is a funny word. Интуиция – это смешное слово. It really means that we're asking great open-ended questions inwardly. На самом деле, оно означает, что мы вот внутрь себя, самим себе адресуем какие-то очень глубинные, открытые вопросы. And we're waiting and listening. И мы просто дожидаемся и вслушиваемся, и вглядываемся. What are we getting И вчувствуемся в то, что мы from our own получаем inner resources? от наших собственных внутренних ресурсов. And this is an important question. И это очень важный вопрос. When we learn to listen well, Когда мы научаемся слушать хорошо, then everything connects. тогда все Vision соединяется connects вместе, видение with the соединяется experience of inner с опытом truth. внутренней истины. And inner truth links Внутренняя истинность into a соединяется с deep sense of balance. глубинным чувством баланса. And we're in the flow. И тогда мы в потоке. We're really in the flow Мы действительно в of потоке. our own inner Потоке, guidance. который управляется, вот, который двигается Now, you под can нашим call that влиянием, intuition if you want. водительством. Если хотите, вы можете называть это состояние интуиции. The word needs to be used carefully. Но с этим словом нужно обращаться осторожно. Because it's not just a hunch. Потому что интуиция – это не просто то, что вот мы сейчас нутром It's a почувствуем. very carefully structured Это нечто, diving board что-то очень неосознанно хорошо у нас сконструированное. by which you can dive right into inner truth. Трамплинная доска, с которой вы можете прыгнуть в вашу внутреннюю истину. Скажите, пожалуйста, да? Насколько важна профессиональная... To what extent is important professionally? Вам как лидера коуча движения For you as a leader of a coaching и лично в жизни and in your private life, визуализация. to what extent the visualization is important for you? It's the heart of all creative thought. Это сердце и суть всего творческого мышления. And it's not something that we do for ourselves. И это не что-то такое, что мы делаем для самих себя. See, we are like receivers. Понимаете, мы ведь как приемники. We need to be a good station to receive good signals. Необходимо быть хорошей станцией приема хороших сигналов. And we need to notice when we're receiving good И signals. нам необходимо осознать, заметить, когда к нам приходит хороший сигнал. Visions we get. И доверять тем видениям, которые мы получаем. Who we are as human beings are Кто мы есть как visionaries. человеческие существа? Мы Naturally. визуализаторы. Мы те, кто видит зримые образы. And as Это we в нашей allow природе. ourselves just to relax and receive И когда мы позволяем себе the просто gifts that we get, расслабиться, релаксированно получать те дары, которые к нам приходят, not only do we
experience the flow of great pleasure, только the находимся flow of delight, в опыте потоков, в опыте наслаждения, but но и very important qualities of thinking that we can then pass on. мы принимаем и осознаем в себе очень важные качества мышления, которые затем можем передать другим. Мерилин, у меня вопрос. My question is, Одна, может быть, две основных рекомендации, как входить вот в это самое состояние. maybe one or two tips Творчество, how о one котором вы can говорили. enter this state of, you've mentioned this state of creativity. There's many methods, as many as coaching Методов много, также has led us to. много столько, сколько нам позволит наш коучинг. Coaching others and coaching ourselves. Коучируя других и коучируя самую себя. I mentioned one, which is asking questions inward. Один способ я уже упомянула, направлять эти открытые вопросы внутрь себя. I often ask open-ended Часто questions задаю открытые in an вопросы. area I'm really curious about at night, just before I go to sleep. Эти вопросы в тех областях, которые мне действительно интересны, я задаю самой себе перед сном, перед тем, как заснуть. And as I do so, I Делая так, я realize how my mind will find its truth я while I'm осознаю, sleeping. как мой ум найдет свою собственную внутреннюю истину в тот момент, в то время, пока мою я спит. I envision the place where I'm lying is like a clock, giant watch. Я мысленно представляю себе, что постель, на которой я сплю, это как циферблат гигантских часов. And I imagine the Я представляю себе time turning through the whole night, and each area is like a quadrant of the mind. Как если бы Where мое the answers внимание, can be как found. часовая стрелка, поворачивалась бы по такому четырехгранному циферблату. 4 направления — это 4 аспекта моего ума, где находятся эти ответы. So one area is the area of future thinking. Одна What are область some possible ways it could be мышления о будущем. answered? What can we get from the power of the question to connect us to a future? Что у нас есть, что можем получить от нашего вопроса, насколько он силен с тем, чтобы соединить нас с нашим будущим. And then as the clock continues А around, затем стрелка движется дальше по диску вниз. what connects us to everything that's been learned in the area of this question? Что нас соединяет со всем тем, что уже известно вот в той области, в которой мы задаем вопрос. And then Затем, how does a clock connect us to what others are doing with this question? а что другие люди делают в той Now. области, в которой мы сейчас задаемся этим So вопросом. I'm just inviting all, like a great scoop, to scoop up all that's relevant about this question. То есть как такая сеть, которая забрасывается в воду, бредень, который можно провести по всему And дну finally the и clock, the hands of всей the clock глубины come round. поднять все ответы. And then И затем through the стрелка head описывает where круг, I'm lying, connects to all the deeper meaning in the universe. Everything that's important about this question. Why it's meaningful. И как бы завершение, вот высшая точка, вот где-то над макушкой головы, это точка глубинного смысла. То есть каков глубинный смысл того вопроса, который я сейчас задаю? So I just visualize the hands of the clock Я going просто around представляю through себе all these мысленно, areas. как часовая стрелка обходит все эти 4 направления. So that when I wake up, И таким образом, когда я просыпаюсь, the work is done. работа уже сделана. And often I wake up with ideas just amazing me. Visualizations coming. I have to write, I have to visualize. I'm writing and drawing all at the Зачастую same я time. просыпаюсь уже с ответами, которые поражают. I get a lot of ideas. Я их записываю, их зарисовываю, и так ко мне приходит масса идей. Now they're not my ideas. They're not personal. Это не мои персональные идеи, я But не I've скажу, что они мои asked, личные. and I've used a system. Но я просто попросил эти идеи прийти, и And я it's a использовал определенную system систему.
that basically is whole. I'm looking at every Система, которая в основе aspect своей целостная. of how that question could find its Благодаря pathway ей я into my могу mind. посмотреть, как этот, с каких направлений, как именно ответ на этот вопрос может проложить себе дорогу в мой ум. Мы можем вести очень активную, очень learn эффективную to listen медитацию, both to ourselves and to others. благодаря которой мы можем That's what научиться meditation is all about. вслушиваться в то, что происходит в нас и в других. Собственно, про это и есть медитация. Можно назвать это активной медитацией? Can we call this active meditation? Yeah, yeah. Because you see, the world right now Мир сейчас needs attention. нуждается в нашем внимании. Very useful to be able to work in the world and stay with your own И awareness. очень полезно all работать at на the same мире и time. оставаться в осознанности в одно и то же время. У вас сегодня день рождения. So today is your birthday. Ah, yes. Вы прекрасно ответили. You're looking great. Thank you. Brilliant. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как бы секрет для женщин. Any secret tip for women? Что вы делаете, чтобы быть прекрасной Doing to keep yourself in such splendid shape? Well, that's a good question. Хороший вопрос. The key thing for me Для меня ключевой вещью is является firm determination to stay in balance. вот мое твердое намерение оставаться в балансе. See, I'm in a lifestyle now where I'm traveling on a lot of planes Понимаете, and мой стиль getting жизни, into я situations where много people don't путешествую, know часто my летаю на самолете. necessary eating arrangements. Оказываюсь в ситуации, And I've got когда some very люди peculiar не очень знают, food что мне необходимо requirements. есть. То есть я оказываюсь, So живу в очень странных квартирах или номерах. I always, each day, И каждый день make a plan я делаю, to составляю do план. the difficult part. Вот справиться с трудной частью. For me, that's sometimes getting exercise when it's cold and windy. Например, заниматься какими-то упражнениями, для меня это так, да, когда Or, это холодно и ветрено. Или Staying with a food plan, even when people want to feed me banquets. и оставаться с моим планом питания даже тогда, когда люди хотят завести And меня. Я sometimes кормлю that's чем-то на банкете. И вообще иногда и это трудно. So everybody has their weak area. То есть у каждого есть его слабая зона. The only thing we can do is take care of ourselves, Все, что можно thank сделать, ourselves. это заботиться о And себе, благодарить If себя. it becomes very difficult, И если становится что-то очень трудным, just get back on track as soon as we can again. вернуться обратно к тому пути, который мы хотим. I call it the commitment to recommit. Я, насколько это для нас возможно, я называю это приверженность, возвращаться к своей приверженности. Every day is full of those kind of challenges. То есть каждый день полон подобных вызовов. So we need to treat our life with humor То есть and к жизни должны respect, относиться и с юмором, и с уважением. and treat each day one after another. Жить день That's за my днем, experience. один за другим. Это мой. Спасибо большое, спасибо. И последний вопрос, короткий, если можно, про Милтона Эриксона. Short Пару question. слов. Just Время a не couple of words услышно. about Milton Erickson. We hear a lot about him, but please say a couple of words more. Well, Milton Erickson was remarkable because of his Right. sense of humor Милтон Эриксон был замечательным человеком благодаря его чувству юмора and his ability to stay in coach и position. своей способности оставаться в коуч-позиции. He had a very difficult life with a lot of pain. Он вел очень трудную жизнь, она была Sitting in a полна wheelchair for очень сильной 15 боли. years 15 лет просидеть в кресле каталки. and physically hurting. И это физически, он все время испытывал боль. So the fact that he maintained И тот факт, что он coach оставался position в коуч-позиции and could show other people how to do и that мог показать остальным, как was он это делал, very remarkable. было очень He замечательным found фактом. about 30 different ways to work with pain. Он нашел 30 способов, различных способов работать с болью. There's one great story. Есть одна замечательная история. He was talking to a woman who was in the last stages of a very painful cancer. Однажды он беседовал с женщиной, которая находилась на финальной стадии очень болезненного рака, And he gave her some various methods причинявшей ей to очень большую боль. breathe and И work он with pain. передал ей различные методы, как дышать, как работать с болью. But then he gave her his
top secret method. А затем он ей дал как бы свой самый абсолютно секретный метод. He said, Он сказал ей, Madam,